На холмах богатого района Хилсбери стоял дом, где роскошь давно перестала скрывать пустоту. Его хозяин, Ричард Монтгомери, 45 лет, каждое утро встречал хаос вместо мира. Его 8-летние дочери-близнецы, Лили и Кейти, ссорились, будто пытались заполнить собой тишину, оставшуюся после ухода их матери, Оливии. Служанки постоянно увольнялись, никто не выдерживал напряжения. В другом конце города, в маленькой комнате с облупившимися стенами, жила Ребекка Суарес. Тихая, скромная женщина с мозолистыми руками и твердой верой. Она отправилась на очередное собеседование, надеясь просто найти честную работу. Так она оказалась перед воротами дома Монтгомери. Ричард встретил ее сухо, оценивающе. Но Ребекка держалась спокойно. Она сказала коротко: «Я умею убирать не только полы, но и то, что давит внутри». Он хмыкнул, но все же нанял ее. С первых часов Ребекка увидела запущенность дома. Грязная кухня, игрушки под ногами, девочки, привыкшие к безнаказанности. Они пытались ее осмеять, устраивали ловушки, но Ребекка отвечала только терпением и тихой песней, которую напевала во время работы. Постепенно дом начал дышать, а близнецы — меняться. Они впервые услышали голос, который был мягким, но уверенным. Ричард, привыкший к одиночеству, неожиданно начал выходить из кабинета, чтобы поесть вместе с дочерьми. И однажды, когда Ребекка предложила произнести благодарственную молитву, он не смог объяснить себе, почему согласился. Но спокойствие прервалось с возвращением Оливии, их матери. Она пришла внезапно, с дорогими духами и подарками, и сразу почувствовала угрозу. Особенно от женщины, которой дети доверяли больше, чем ей. Между двумя мирами, богатства и простоты, возникло тихое, но острое напряжение. Оливия решила избавиться от Ребекки. Украденные ею старинные часы, подброшенные в сумку Ребекки, стали причиной несправедливого обвинения. Ричард выгнал Ребекку, не услышав ее слов. Девочки плакали, но ничего изменить не могли. С уходом Ребекки дом снова погрузился в старый хаос. Лили и Кейти перестали играть, снова ссорились, отказывались есть. Ночью Ричард услышал, как они молятся: «Господи, верни тетю Ребекку». Лишь тогда он понял, что потерял не просто помощницу, а тепло, которое удерживало дом от распада. Он нашел запись с камер, доказавшую, что Оливия подстроила кражу, и, дрожа под дождем, поехал к дому Ребекки. Он просил прощения. Она ответила мягко, но честно: «Прощение я даю. Доверия нет. Оно возвращается не сразу». Несколько дней спустя на ее пороге появились близнецы. В школьной форме, с мокрыми ресницами, они упали на колени. «Тетя Ребекка, вернись. Мы хотим снова учиться быть добрыми». Ребекка обняла их и вернулась. Дом в Хилсбери постепенно ожил. Смех детей снова наполнил коридоры, еда пахла уютом, а тишина стала мягкой, как отдых. Ричард попросил ее больше не называть его сэром. «Ты — сердце этого дома».